Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня на этом канале снова интервью. Я поговорила с Лерой. С ней уже было одно интервью на этом канале о магистратуре во Франции, я оставлю ссылочку. А сегодня Лера говорила о своем карьерном пути в HR. Она начала свою карьеру еще когда была студенткой, затем она поработала в крупнейших международных организациях в Москве, таких как British American Tobacco, KPMG и так далее. Затем, после того, как она училась во Франции, она продолжила свою карьеру в США и в Европе в таких компаниях, как Flixbus, Amazon, Y Combinator и так далее. Лера попробовала себя в разных должностях внутри HR. Об этом она подробно расскажет в интервью. Приятного просмотра. Лера, привет! Рада тебя видеть еще раз на канале. Спасибо, что еще раз позвала. Супер, да. В прошлый раз мы с тобой поговорили о твоей магистратуре, но сегодня я хотела бы побольше поговорить о твоей, в принципе, карьере в HR, о твоей миграции, о твоей карьере, которая была в Москве и которая была после этого в других странах. И давай начнем вообще с самого начала, как ты попала в HR, потому что я видела, что твое первое образование было в области менеджмента. Расскажи немножко. Да, все правильно. Да, я изучала направление менеджмента, но, как мы понимаем, бакалавриат в области менеджмента — это что-то очень обо всем и ни о чем, да, то есть на этом факультете ты изучаешь и торговлю, и экономику, и финансы, и политологию, и социологию, и психологию, и управление персоналом. У меня даже было товароведение, то есть было абсолютно все в кучу, и, соответственно, после выпуска ты все еще не понимаешь, чем тебе нужно заниматься. То есть ты шел на такую общую специализацию, предполагая, что, возможно, к 20 годам ты поймешь, что тебе нравится. В итоге ты выходишь с дипломом, но без профессии, потому что ты все еще не понимаешь, чем тебе нужно заниматься, что тебе интересно, вроде бы и тут что-то интересненькое, и там что-то выхватил, но, с другой стороны, ты не понимаешь четкого направления, куда тебе нужно идти. Поэтому выбор такой профессии, как HR, был для меня очень случайным выбором. И я бы сказала, что, наверное, это был счастливый случай, потому что, когда я заканчивала последние курсы университета, я работала, в принципе, продавцом-консультантом в Москве, в магазине Collins. Если кто-то бывал в Мега Белая дача, они там этот магазин совершенно точно видели. И вот я была одним из тех консультантов, кто какое-то время там бегал по 12 часов в день. И на этом этапе я думала, что, наверное, моя следующая остановка в карьере будет что-то в области продаж. Ну, почему-то мне так казалось. Наверное, это просто потому, что это единственное, о чем я была в курсе, продажи. Но в какой-то момент моя мама пришла домой и говорит: слушай, у нас в компании ищут, как же называлась эта должность? Специалиста? Нет, не специалиста, я сейчас скажу. Инспектора отдела кадров. Вот. Мы ищем инспектора отдела кадров, и мы ищем кого-то, в общем, на минимальную зарплату, там, студенты или выпускника. Хочешь попробовать? Я, разумеется, сказала: да, хочу, потому что мне показалось: о, это круто, я буду ходить в офис. Вот. И да, меня привели, в общем, на собеседование. Фаундер компании провел со мной интервью, и сразу после этого она сказала: все, через 2 недели выходи. И так, собственно говоря, я начала свою карьеру в HR с позиции инспектора отдела кадров в строительной компании. А что делает инспектор? Вот я никогда такого не слышала. Это интересная формулировка для того, чем обычно занимается, обычно какой-то специалист в области HR. Просто они не использовали никаких модных слов, вот, и назвали эту позицию инспектора отдела кадров. То есть я также занималась созданием документов для сотрудников, договорами. Я занималась получением разрешения на работу для иностранных граждан, чтобы они работали легально, и чтобы все это происходило в срок. Собственно говоря, в этом заключалась вся моя работа. Окей. И получается, тебе это понравилось, да? Ты захотела там остаться? Мне стало интересно, да. Я поняла, что подобной деятельностью можно заниматься еще и в каких-то других компаниях, где есть еще дополнительные возможности что-то делать, где есть какие-то интересные проекты. Плюс я на тот момент уже активно изучала английский язык, то есть я почти всю свою зарплату относила там на английский язык, вот, потому что, была вот у меня страсть к изучению языка. Я еще пока не знала, зачем он мне конкретно нужен, так уж английский, зачем я так в него прямо вкладывалась, но почему-то очень хотелось. И поэтому, когда у меня английский дорос до какого-то приемлемого такого уровня, я подумала: а что если я сейчас пойду и найду себе работу, в которой нужен английский язык, чтобы я его не только в языковой школе учила, но еще и на работе как-то использовала. И, собственно говоря, в этот момент я и разместила свое резюме на тогда очень популярной платформе HeadHunter, и меня нашло агентство Kelly, которое сказало: вот у нас есть клиент, очень привередливый, если хотите, попробуйте. И я попробовала. Это было British American Tobacco, да? Это были они, да. Блин, класс, я помню, что они постоянно к нам в вуз приезжали со стендами, когда я еще училась в институте, но там всегда такая толпа стояла, и, поговаривали, что там просто безумная конкуренция,
поэтому я, допустим, даже не пыталась. То есть я смотрела на все эти толпы и думала, нет, я, пожалуй, пойду куда-нибудь, где поменьше конкуренции. Ну вот расскажи, как ты вообще туда попала, насколько сложно было устроиться? Я на тот момент была студентом с достаточно ограниченным кругозором, потому что на последних курсах я ушла на заочное отделение, и я заканчивала бакалавриат уже работая практически full-time и обучаясь, не очень с большим энтузиазмом. Вот. И поэтому я на таких вот ярмарках вакансий, выставках не участвовала. То есть, видимо, студенты-очники, они куда-то ходили и что-то такое делали. Заочники, во всяком случае, в моем вузе, это не МГУ, это не МГИМО, это не вышка, то есть это не какой-то супер топовый престижный вуз. Видимо, может быть, очников водили, заочники точно на такие вот мероприятия, наверное, если они сами хотели, могли, но вот как-то частью программы это не было. Поэтому я, честно говоря, про British American Tobacco практически ничего не знала. Я где-то видела их значочки, но вот глубоко я не знала, кто они, чем они там занимаются, какие у них бренды и так далее и тому подобное. Поэтому, когда ко мне постучались Kelly Services, я подумала, окей, попробуем. Какая-то табачная компания, давайте. Если там по-английски можно говорить, супер, я готова подписаться на это мероприятие. Вот, но они мне сказали, что Валерия так и так очень привередливый клиент, и прежде чем они вас вообще, в принципе, захотят позвать на собеседование, нужно пройти тестирование. Я, естественно, уточнила, что это за тестирование. Оказалось, что это почти часовое тестирование. По-моему, оно длилось минут 40 в онлайн-формате. Однажды, нажав вот эту вот самую ссылочку, ты не можешь там поставить на паузу этот тест или вернуться к нему позже. Плюс каждый вопрос, он на время, что меня совершенно точно испугало, потому что я не тот человек, который очень быстро думает. Я вот не из тех людей, кто быстро считает или быстро делает какие-то умозаключения, поэтому меня эта перспектива напугала, но я подумала, что я теряю в конце концов, давайте свой тест. Вот. И, в общем, я прошла этот тест, и через 2 дня мне позвонили опять Келли и сказали, что, ой, вы так замечательно прошли этот тест, приходите на собеседование. Оно будет на английском. Я подумала, yes! Сейчас будет собеседование, мое первое собеседование на английском языке. А подожди, перед собеседованием, расскажи, что было в тесте? Это было на общее знание? Слушай, там были всякие задачки из математики, типа, не знаю, класса там 7-го, вот примерно так. То есть это не высшая математика, то, что там было. Там скорее была арифметика, смекалка какая-то, знаешь, какие-нибудь заковыристые вопросики, где там нужно измерить длину ручки с колпачком, без колпачка, вот какие-то такие вещи, я сейчас точно уже не помню. Но, в общем, какие-то моменты, где легко допустить ошибку, но, в принципе, это общая математика, там ничего сложного. Или там перевести время, например, на 9 часов назад. Вот представьте, что вы в Сиэтле, а ваш клиент находится там в Берлине, и он вас просит позвонить ему вот в такое-то время. Сколько это будет по-вашему? То есть, вот какие-то такие вещи, которые, опять-таки, не суперсложные, но если ты не очень быстро думаешь, то, в принципе, допустить ошибку достаточно легко. Вот. То есть на какую-то общую сообразительность и на возможность быстро принимать решения. Да, и, видимо, на то, насколько ты, в принципе, освоил там хотя бы школьную программу. То есть не вузовская уже программа, а там, я говорю, класс 7 школы, наверное. Я бы так приблизительно это оценила. Но, опять-таки, это не для тех, кто любит вот долго подумать, потому что там, по-моему, на каждый вопрос отводилось что-то типа 40 секунд или что-то в этом роде. То есть реально нужно было думать очень быстро и кликать на следующий вопрос, чтобы, в общем, успеть как можно больше. Вот как-то так. Окей. После этого ты начала говорить, что было собеседование на английском, да? Да, позвали меня на собеседование в офис компании, я пришла, там было 3 интервьюера, что достаточно интересно, потому что, для такого совсем зеленого специалиста, еще даже не специалиста, это прям такое, серьезное интервью из 3 человек, которые одновременно тебе задают вопросы, и у меня было ощущение, что один из интервьюеров был настроен более позитивно, второй, такой более скептически настроенный, и та, которая была посередине, она вообще не проявляла никаких реакций, то есть человек просто сидел, смотрел и иногда задавал вопросы, все. И я, в общем, выдавала все, что я могла на своем тогда еще, мне кажется, у меня тогда не был очень уверенным английский, практики не было. Но, в общем, скажи, сколько ты его учила к тому времени? 2.5 года я его уже серьезно учила, то есть прям по много часов в неделю. Но до этого ты еще учила его в школе, правильно? Да. Окей. Да. Но именно такие самостоятельные, серьезные занятия с походами в языковую школу там и прочими вещами, во всякие культурные центры с
английским языком, разговорные клубы и вот это вот все. То есть у меня прям была тяжелая артиллерия, я где-то занималась всем этим где-то 2-2,5 года к тому моменту. Класс, это очень серьезно, да. Да, мне очень хотелось. И, к своему удивлению, я прошла это собеседование, мне позвонили еще через 2 дня и сказали, ну вот теперь мы вас приглашаем в ассессмент-центр. Там был ассессмент-центр, это когда ты приходишь, там нас завели на последний этаж, привели в большую комнату, и помимо меня там еще было, я не помню, в районе 5 кандидатов. Причем у меня было ощущение, что мы все были на разные позиции, потому что мы были все разные по возрасту, вообще по всему мы были очень разные, это была очень разношерстная публика. Вот. И я понимала, что, наверное, нас смотрят на разные позиции, но кейс нам, разумеется, дали один. То есть в рамках этого кейса нужно было разобрать проблему, договориться о каком-то решении, рассмотреть различные опции и к чему-то прийти. Вот. Я не помню, хоть убей сейчас, что это был за кейс. Я знаю, что каждой группе людей давали разные кейсы, но поскольку это было давно, я, правда, не помню, о чем там был кейс. Ну, в общем, какая-то была проблематика. И мы ее решали. В конце вот этой вот всей дискуссии жюри, а там было жюри из 6 человек, они тоже сидели, наблюдали за тем, что мы делаем, как мы делаем, там, кто пишет, кто не пишет, там, вот эти вот всякие вещи. Вот, и в конце они нам сказали, ну, так кейс мы бы вообще никому не советовали решать, в общем, кейс не решили, но всем спасибо, до свидания, мы с каждым будем связываться по отдельности. Мы, значит, разошлись, и я думаю, ну, наверное, я не была самым сильным человеком в этой команде, и наверняка все глупости, которые они услышали от меня, вот. Но еще через 2 дня мне позвонили и сказали, что все, в общем, вас берут, и да, и так я туда попала. Класс. Ну и расскажи о своих впечатлениях, как тебе работалось в большой иностранной компании после... Ну, насколько я понимаю, твоя первая компания была такого среднего размера, да, и русская. Да. Было сложно, скажу честно. То есть, когда я шла, у меня были некоторые ожидания, наверное, какие-то слишком идеальные, слишком причесанные. Когда я пришла, я увидела другое. С одной стороны, компания была крутая с той точки зрения, что ты каждый день видишь очень опытных, очень крутых профессионалов, и тебе очень интересно наблюдать за тем, как они решают проблемы, как они общаются. Потом, когда я услышала, как они опять говорят на английском, я подумала, боже мой, вот когда я дорасту до этого уровня, я просто буду самым счастливым человеком на свете. То есть я видела прям, ну, какой-то невероятный уровень вот именно топовых, так скажем, кругах, но в моей команде меня приняли не очень. И меня посадили тренить коллегу, которая была на той же позиции, которая отработала до меня всего 4 месяца в компании. И, собственно говоря, ей поручили мой тренинг, чтобы она меня научила, что нужно делать, показала мне там, как система работает, что делать с документами, там, как работать с агентствами и так далее и тому подобное. Вот. И я думала, что мы подружимся, но так получилось, что мы совсем-совсем не подружились. Вот. Я была как раз тем человеком, который один ходил на обед, потому что меня, ну, особенно не звали. Вот. И я пару раз ходила. Меня во время обеда спросили, ты куришь? Я говорю, нет. А что ты тогда пришла в компанию? При этом эти девушки сами не курили. То есть я не поняла, к чему был вопрос, потому что они обе были не курящие, но при этом мне задали этот вопрос. И, в общем, я поняла, что мне не очень приятно ходить, наверное, с ними на обед, и они потом перестали меня сами звать. Вот. И я была абсолютно изолированная, я чувствовала, что поддержки со стороны руководителя нет, что какого-то тренинга для такого вот джуниорчика, как я, тоже не было, хотя я на тот момент, наверное, не мыслила такими категориями, я просто мыслила категориями, ну, хороших взаимоотношений с коллегами. Я тогда еще не знала, что, оказывается, в некоторых других компаниях есть прямо целый полноценный онбординг для молодых специалистов, что их, оказывается, чему-то обучают, что в них, в общем, как-то компания вкладывается. Меня просто посадили, вот, повесили на эту бедную коллегу, которая, помимо своей работы, еще должна была меня обучать. Ну и, в общем, что-то пошло не так. Поэтому я там отработала чуть меньше года и начала посматривать другие варианты, потому что я подумала, ну, может быть, у меня есть шансы попасть в другую команду. Блин, это очень грустно. Когда плохой коллектив, мне кажется, это, ну, больше 50% вообще удовлетворенности работой. Сам коллектив вроде бы был хороший, то есть когда ты смотришь на там mid-level специалистов, на синьоров, они там отдельно немножко сидели, и ты видишь, что у них вот среди них отношения абсолютно нормальные, то есть у них нет проблем друг с другом. Но, видимо, из-за того, что я была немножко изолированная, я была совсем джуниором, и мой круг общения ограничивался вот одной коллегой там и документами, ну, видимо, это как-то сыграло свою роль. То есть если бы мы подружились там или хотя бы друг друга как-то с уважением бы друг к другу относились, это было бы взаимно, то это было бы одно. А когда тебя умышленно зачем-то вот постоянно ковыряют, тогда это, наверное, другое. Ну да, мне жаль. Ну, видишь, видимо, в твоем случае это были какие-то конкретные люди, но на самом деле я довольно много слышу от людей, которые вот начинали свою карьеру с больших компаний, вот именно
с джуниорских позиций, вот они говорят похожие вещи, что когда ты становишься на mid-level уже, то к тебе отлично относятся, у тебя очень хорошие там и карьерные перспективы и так далее, а когда ты джуниор, к тебе относятся как к какому расходному материалу, потому что непонятно, насколько ты долго задержишься в компании, и, ну, с этим связано вот определенного рода отношения. Наверное, не всегда, но в каких-то конкретных отдельных случаях, наверное, это может быть правдой. Угу. Слушай, а ты сказала, что ты слышала, как люди говорили на английском. А скажи, они прям в офисе в московском разговаривали на английском, или это было с международными партнерами? Нет, это было open space, то есть я видела отдел legal, который сидел и часто разговаривал, видимо, с американскими коллегами, там, еще с кем-то. Они очень много говорили по-английски. В HR не так много, хотя я сидела напротив коллеги, которая занималась локацией экспатов, и поэтому, да, конечно, она говорила по-английски много и очень здорово. На тот момент у нее был просто английский, не знаю, уровень бог, и я ее слушала целыми днями, и я прям кайфовала, потому что я иногда слышала интересные какие-то речевые обороты, я себе какие-то вещи выписывала, я у нее там иногда спрашивала, что такое было, ты там сказала, это как, это что? Вот, то есть я к ней обращалась. И поэтому, да, я вокруг себя этой речи слышала много. Ну, плюс у нас были еще экспаты, то есть когда речь заходит про топ-менеджеров, у нас были экспаты и из США, и из Германии, и из Швейцарии, я помню. Конечно, они все говорили на английском внутри офиса. Класс. Ну окей, ты сказала, что ты начала искать новую работу через какое-то время. И да, насколько я вижу по твоему резюме, ты устроился в KPMG после этого, да? И в TNS еще ты работала. Насколько сложно вообще было устраиваться в другие большие компании после того, как ты поработала в British American Tobacco? Честно, было очень легко. Самое, наверное, сложное это было попасть в British American Tobacco, и, наверное, это имело смысл вот немножко пострадать, даже при том, что я им не подошла, ну, как мы видим уже, да, совершенно у нас не срослось. Потом было значительно проще, но я бы сказала, что проще было по одной простой причине. Не потому, что я была лучшим кандидатом, не потому, что не было других кандидатов. У меня был не топовый вуз. В резюме ты знаешь, что эти компании очень часто, когда нанимают джуниоров, они смотрят, что вуз был респектабельный. И это совершенно была не моя история. У меня был другой обычный, ну, государственный вуз, но, в смысле, никто не знает в основном, что это за вуз. Вот. Но у меня был английский язык, и это было моим основным преимуществом как джуниора. Меня брали именно потому, что приходила, допустим, я и пара человек там еще из какого-то более интересного вуза, но поскольку я говорила более свободно на английском, я могла на нем работать, я могла вести на нем документацию, брали меня. Хотя, может быть, по остальным критериям я серьезно проигрывала другим ребятам. Ничего себе, как интересно. А подожди, они же все люди приходили, чтобы проходить интервью на английском. То есть получается, что у них недостаточный был уровень, но они все равно пытались проходить интервью, да? Ну, оказалось, да. То есть все-таки нужно понимать, какие это были годы, да. Если мы говорим сейчас, то понятно, что среди молодых людей, выпускников, много людей, которые очень прилично знают английский. Если мы говорим про там годы 2008-2010, вот где-то вот в этом промежутке, то это не было мейнстримом. И многие люди, которые выпускались из университетов, они не говорили хорошо по-английски. То есть они что-то изучали, что-то знали, но полноценно работать на этом языке они не могли. Поэтому у меня было такое вот преимущество на тот момент, как у джуниора, и, конечно, оно мне очень играло на руку. И ты там все еще работала на джуниорских позициях, или ты доросла в Москве до мид-левела? Я доросла до мид-левела только в TNS. В TNS я уже была середнячком, а в КПМГ я была все равно еще младшим, потому что я сменила немножко направление. Я из административной сферы в HR ушла в компенсации льготы. То есть компенсация льготы для меня была совершенно новая сфера. Мне пришлось тоже чему-то там учиться, поэтому, конечно, когда ты начинаешь какую-то совершенно новую сферу, даже внутри HR с нуля, то ты начинаешь не с медла, ты начинаешь с нуля. Но для меня на тот момент это было абсолютно окей, потому что я понимала, что это нормально в 21 год быть еще джуниором, а не руководителем проекта. Для меня было очень важно получить именно опыт. Я работала на тот момент не на деньги, не на что-то еще. Я могла до работы добираться по 2 часа в один конец, потому что для меня это было абсолютно не важно. Мне важно было получить вот этот опыт, который в дальнейшем как-то мне поможет расти дальше. А ты, кстати, упомянула вот другое направление. А можешь вообще рассказать
рассказать немножко о том, какие направления есть в HR? Да, их на самом деле достаточно много, и с каждым годом их, наверное, становится все больше. Среди основных я могу выделить следующее. То есть HR Administration, да, это HR-администрирование. Это когда сидят сотрудники, которые занимаются контрактами, договорными отношениями, которые выдают вам справки, которые ведут какой-то вот административный учет, да. Есть подразделение компенсации льгот, это как раз то подразделение, в котором я работала в КПМГ. Там люди занимаются разработкой, администрированием компенсационных пакетов. Это все дело включает там заработную плату, бонусы, какие-то специальные программы, надбавки. Ну, в общем, вот что-то такое, там, медицинскую страховку, автомобиль. Вот это все покрывает компенсации льготы отдел. Также они анализируют рынок труда, исследования существующих компенсаций в других компаниях, чтобы понимать, мы вообще конкурентоспособные или мы не конкурентоспособные ребята. Вот. Я конкретно занималась, например, всем, что связано с переводом сотрудников там, с позиции на позицию, с должности на должность, повышениями, вот этими вот вещами. То есть я собирала эту информацию, я ее куда-то вносила, я создавала документацию, которая, там, дополнительные соглашения, как правило, мы говорим о них, где должна быть отражена новая зарплата, новый компенсационный пакет. Если это какой-то северный коэффициент, то он там тоже должен присутствовать. А потом вся эта информация, когда она уже в системе, она уходит в финансовый отдел, и отдел финансов, он платит сотрудникам то, что вот я им, значит, сдала. Вот. Но это вот часть работы в Comp and Ben. Есть такой отдел, как Training and Development. То есть это когда есть у вас отдел, который занимается обучением сотрудников. Иногда эти же ребята занимаются онбордингом новых сотрудников, которые помогают им адаптироваться в компании. Но не всегда. Иногда в некоторых компаниях онбординг отдел и Training and Development — это два разных отдела. В больших компаниях особенно это могут быть два разных отдела. Вот. Но да, они занимаются тем, чтобы сотрудники, в общем, получали все необходимое с точки зрения развития, карьерного роста и так далее и тому подобное. Есть такое подразделение, как Employer Branding и HR Marketing. То есть эти ребята занимаются тем, чтобы делать компанию привлекательной для внешних кандидатов и для тех, кто уже работает внутри компании, чтобы вот у них поддерживался этот драйв, чтобы они видели ценность компании и так далее и тому подобное. В общем, они скорее такие, на стыке HR и маркетологов, наверное. То есть с маркетологами понятно, да? Потом есть такой отдел, как аналитика и репортинг. Это очень интересный, на самом деле, отдел, в котором люди занимаются тем, что они отслеживают различные динамики в процессе рекрутинга. То есть они смотрят, какие стратегии работают, какие не работают, сколько кандидатов приходится на каждого рекрутера и сколько позиций приходится на каждого рекрутера, как быстро один рекрутер закрывает ту или иную группу позиций, сколько при этом он проводит собеседования, организовывает дальнейших встреч, допустим, там, с нанимающей командой, менеджером и так далее. То есть кто эффективен, да, вот в этом сетапе. Что нас ожидает с точки зрения, там, допустим, изменения рынка в этом смысле, какие проблемы у нас существуют, потому что иногда есть проблемы в рекрутинге, которые, невооруженным глазом не видно. А когда аналитики приходят и говорят: слушайте, что-то у вас слишком много собеседований, но очень мало нанятых людей. Да, что же тут такое? В чем же может быть причина? И благодаря вот этим вот цифрам, которые они собирают, можно понять, в чем, собственно говоря, причина. Потом они занимаются трекингом таких показателей, как, например, сколько офферов мы сделали, сколько офферов принято. То есть тут вот интересная история, а почему, например, офферы не принимаются? Какая основная причина для этого? Может быть, есть какие-то паттерны, которые мы должны знать и так далее. У них на самом деле не только этим ограничивается все, потому что вот то, о чем я говорю, это, в принципе, то, что во многих компаниях рекрутеры сами могут смотреть. То есть у нас есть доступ к этой информации, мы можем делать эту аналитику и делиться ею со своими командами, особенно если мы пытаемся их там как-то вывести на более продуктивную стезю. Вот. И нам важно показать цифры, сказать: вот знаете, почему у нас ничего не работает? Вот поэтому, видите, вот данные. Но, опять-таки, аналитики в HR, они занимаются в том числе и этим. Но у них есть и другие разные тоже еще задачи. Они все связаны с аналитикой, в общем, и репортингом. И есть отдел рекрутинга. Подожди, а очень прикольно про аналитиков. Это именно аналитики приходят в HR заниматься аналитикой, да, или HR в том числе могут выбирать себе вот как направление аналитиков? И то работает, в обе стороны работает. Но, разумеется, там обязательно есть какой-то человек, который очень хорошо шарит в аналитике, который может тебя научить, как пользоваться различными инструментами. Там, и они там какие-то супер чудеса творят и с Excel, про которые ты вообще никогда не слышал. Там они вот так запрограммируют, что Excel просто у них делает какие-то сумасшедшие вещи. И Power BI там открываешь, у них просто какая-то красота невозможная, и все работает, и там просто все разобрано по крупицам, по частицам, и они всем этим управляют сами. Вот, то есть да, конечно, это может быть смесь различных скиллов, так скажем, но вот задача,
которые они выполняют, они такие интересные. И да, есть рекрутинг. Это как раз то, чем сейчас более целенаправленно занимаюсь я. Это не то, с чего я начинала, то есть я начинала больше с административных каких-то моментов, компенсации льгот, но потом мне почему-то стало интересно работать больше с людьми, меньше с бумагами, больше с людьми и вот этими процессами, на которые я могу повлиять. То есть не просто отразить какие-то процессы, которые происходят, а хотя бы как-то повлиять на те или иные вещи, которые происходят в компании, сделать там какое-то добро, вот, ну, как мне тогда казалось. И, в общем, да, я в какой-то момент попросилась в рекрутинг, и в нем я так и осталась. Очень классно, очень интересно. Спасибо, что рассказала. И в рекрутинг ты пошла еще в Москве или уже после переезда? Первый опыт в рекрутинге у меня был во Франции. Это как раз во время моей работы по программе вот этой вот апрентисаж. Мне в Москве почему-то никто не доверял рекрутинг. Каждый раз, когда я говорила, ну, я хочу рекрутинг, а можно меня в рекрутинг? Все говорили, ну, у тебя нет опыта. Я говорю, ну, я же научусь, это же, ну, что-то, чему можно научиться. Вот, но меня не брали. А потом как-то так совершенно спонтанно, и мне вообще любая HR-позиция была на тот момент интересна. Главное, чтобы она была вот во Франции, главное, чтобы вообще получить эту работу. Потому что, как ты помнишь, из прошлого видео меня еще и брать никуда не хотели. Вот. Но когда меня взяли, я просто была счастлива до невозможности, потому что это было в рекрутинге, и я поняла, что кто-то в меня поверил, и сейчас я наконец-таки буду делать рекрутинг. Вот. И так все началось. Блин, как классно, да, ты как раз в своем видео про магистратуру говорила о том, что ты уперлась в некий потолок в Москве, и поэтому ты захотела магистратуру. И как раз я тебя хотела спросить, насколько оправдались твои ожидания. Получается, они оправдались, когда ты только даже поступила в магистратуру. Да, они оправдались, и я поняла, что это отличный старт для именно работы в рекрутинге, потому что, да, это хорошо, в принципе, понимать HR, чем он занимается, хорошо понимать процессы, чтобы твои процессы в рекрутинге, они как-то вот согласовывались со всеми остальными командами в HR. Но мне очень было интересно попробовать сам рекрутинг, и несмотря на то, что сейчас я иногда думаю, господи, почему я ушла в рекрутинг? Почему мне не сиделось с моими бумаженьками? Почему мне так нужны были люди? Потому что я иногда, правда, чувствую, что у меня приходит какой-то предел энтузиазма в общении с людьми, и ты понимаешь, что все равно есть вещи, которые повторяются снова и снова, то есть, когда ты смотришь на это со стороны, тебе кажется, что, ой, ну я же каждый день общаюсь с интересными людьми, но у тебя есть куча фреймворков, у тебя есть куча еще дополнительных каких-то вещей, которые, ну, совершенно не про веселье и не про твое там вдохновение, то есть нужно соблюдать определенные инструкции, у тебя есть фреймворк, у тебя есть определенная цель, и да, ты в какой-то момент иногда чувствуешь, что у тебя просто нет сил. Вот. А рекрутер должен обладать силами. Вот. Плохой рекрутер, который просто сидит и нудит на собеседовании, он, скорее всего, никого не наймет, потому что люди это считывают очень быстро, они понимают, что тебе самому плохо, что, возможно, у тебя в компании что-то не так, или, может быть, ты просто плохой рекрутер, или тебе неинтересно, или ты не пытаешься понять, подходит ли им вакансия, и наоборот, соответственно. И, конечно, ты как вот первый человек, которого они видят вообще в компании, должен, ну, транслировать определенный вайб. И если его нет, кандидата потерять легко. Не, ну я понимаю, это в принципе тяжелая работа. Не зря, вот, допустим, у людей, которые работают с людьми, больше процент выгорания, в принципе. Плюс, действительно, ты встречаешь людей в довольно тяжелый период их жизни. Поиск работы — это очень изматывающий процесс для кандидата, для соискателя. И да, тебе как бы нужно их как-то поддержать, получается, в этот момент, еще помимо того, чтобы выяснить, подходит он вам или нет. Есть две категории кандидатов. Вот для меня, как, ну, понятно, что можно по-разному там рассматривать эти вещи, но для меня есть вот две основные категории. Это те, кто активно ищут, и те, кто вообще не ищут, но они тебе очень нужны, потому что требования твоей нанимающей команды, они очень супер специфические, супер узкие, и ты понимаешь, что никто из аппликантов на вакансию не подходит. И тебе поэтому нужно выйти в поля, так сказать, придумать стратегию, как подловить тех кандидатов, которые тебе нужны, заманить их хотя бы на кофе-чат, так скажем, я его даже не называю интервью, потому что если ты находишь человека сам, ему, в принципе, ну, как бы он тебе делает одолжение, да, то это не про интервью, потому что это будет немножко странно сказать: Наталья, вот приходите, ты говоришь: да, у меня все хорошо в Амазоне, приходите, такая: ну, пойдем. И тут я тебя привожу там и начинаю допрашивать, да, то есть скорее я как рекрутер буду стараться тебе продать идею о том,
что у тебя сейчас все хорошо, но с нами может быть еще лучше. Ты просто получишь все то, о чем ты сейчас мечтаешь, но, может быть, тебе в Амазоне вот расти до этого еще 3 года, а у нас ты в этом году уже получишь все, что хочешь. То есть мне как-то нужно тебя замотивировать вообще со мной разговаривать. И это уже другая история. Эти кандидаты особенно сложные, потому что они рулят парадом, а не ты. Окей, да, не, я прекрасно понимаю, да, это уже обратная ситуация. Не, я понимаю, о чем ты говоришь, мне периодически пишут рекрутеры, тоже куда-то зовут, и как бы ответ обычно нет. Ну, как бы, если я захочу искать работу, я буду ее искать. Да, и поэтому обязательно, когда ты стучишься к кандидату, который ничего не ищет, ничего от тебя не хочет, вообще знать тебя не знает, важно понять, что этому кандидату может быть интересно. То есть нужно хорошо изучить его профиль, посмотреть, есть ли у него какое-то досье, например, чтобы в него зайти, поковыряться, посмотреть, а что вообще этот кандидат делает, какие у него еще есть увлечения. Может быть, он блог ведет, он в своем блоге как-то транслирует, что еще ему интересно, на что вот он может повестись, да, если говорить простым языком. То есть тебе нужно немножечко понять, кому и зачем ты стучишься. Потому что если просто написать там стандартное сообщение: «Здрасте, мы вот ищем маркетолога, приходите», ну, ты, скорее всего, либо не ответишь, либо просто нажмешь decline, да, на мое приглашение пообщаться, и все. И на этом все закончится. Поэтому мне, как рекрутеру, нужно придумать, как тебе так подкатить, чтобы меня не просто не послали, а чтобы мне еще, может быть, и сказали: ну, окей, давайте созвонимся на 15 минут. Ну да, вот кастомизированные сообщения мне еще никто не писал. Обычно пишут действительно что-то очень стандартное, и ну все, на это ты просто отвечаешь нет, и на этом разговор заканчивается. Да, поэтому это очень важно, изучить своего кандидата идеального, понять, что ему может быть интересно конкретному кандидату или там группе, и как-то к ним пытаться подползти, чтобы они от тебя слишком активно не убегали. И насколько, опять же, я вижу в твоем резюме, после окончания магистратуры твоей первой работы был Y Combinator, да? Это был один из стартапов, который там хорошо поднял денег. Точнее, это было даже 2 стартапа. Там просто у фаундеров были хорошие отношения, и они друг от друга зависели, эти 2 стартапа. И они работали на тот момент в таком секретном, значит, ключе, то есть было очень смешно и странно одновременно, потому что ты там разговариваешь с кандидатом и сразу его предупреждаешь, что вы знаете, ну вот на LinkedIn будет нельзя указывать, где вы работаете. Они такие: что? Ну, то есть это странно, но так некоторые стартапы делают, у них есть на это определенные причины, почему они начинают работать в stealth mode, так скажем, да, и это был как раз вот один из таких стартапов. То есть я изначально подписывалась на один, но потом я узнала, что там еще один, и что, в общем, они вместе сотрудничают, они вместе занимаются там определенными разработками, и, в общем, да, я с ними осталась. Ничего себе, как прикольно. Для контекста, Y Combinator — это компания, которая инвестирует в стартапы, это один из крупных таких seed-инвесторов в Силиконовой долине. И, подожди, получается, ты работала на Y Combinator, но с конкретными их клиентами? Или ты работала именно на клиентов? Я работала конкретно на клиентов, которые подняли много денег в Y Combinator. Классно. И это И были... они были в Америке? В Кремниевой долине прямо, да, прям там. А как ты устроилась удаленно? У них была такая... Это вообще полностью удаленная компания, то есть у них он-сайт, но только фаундер сидит, и второй фаундер из смежной компании. Они оба находятся в Кремниевой долине тоже. И они, собственно говоря, нанимали людей по всему миру, потому что поначалу стартап достаточно серьезно экономил бюджет, чтобы его хорошо хватало на сами разработки, а не на персонал, и поэтому они подумали, чем нанимать людей прям вот в США там, или в Кремниевой долине. Можно же нанять людей по всему миру и таким образом платить этим людям ту зарплату, которая у них в стране считается хорошей, но по меркам Кремниевой долины это немного. Вот. И, собственно говоря, так они и реализовали эту стратегию. Для меня деньги, которые они мне платили, были очень хорошими. То есть это прям было выше моих ожиданий, то, что они мне платили. И это было в долларах, то есть вне зависимости от того, где я была, там в Европе, или я захотела там в Узбекистан поехать, или в Россию, или куда-то еще, я знала, что со мной мои доллары. Вот. И что они точно... Ну, что с ними, в общем, хорошо себя буду чувствовать в других странах в том числе. Я поняла, да, у тебя еще были планы, ты не знала, где ты будешь жить. Да, потому что, ну, как бы я понимаю про аутсорсинг, да, то есть это действительно намного дешевле, можно нанять где угодно, но не в Америке, здесь действительно какие-то безумные абсолютно зарплаты, особенно в IT. Да. Но, допустим, Германия вот не была бы, наверное, для меня первым местом, потому что она все равно же достаточно дорогая. Ну, смотря где в Германии. Зависит от земли, зависит от локации. То есть где-то сильно дорого, где-то не очень, но там, где не очень дорого, там зарплаты очень
невысокие, то есть сравнивать с США совсем никак нельзя, даже близко вообще не сравнить. Окей. А после этого ты работала в Амазоне, ты работала в Фликсбасе, да? Сначала в Фликсбасе, потом в Амазоне, да. А там ты чем занималась? Тоже рекрутингом? Да, все было IT-рекрутинг. Я начала специализироваться на IT-рекрутинге именно в стартапах Кремниевой долины, потому что, это были айтишные стартапы, и они все еще есть, то есть они хорошо себя чувствуют. И меня там прямо очень хорошо натаскали на эти вещи. То есть это вот как раз, знаешь, парадокс. Ты пришел джуниором в крупную компанию, и там, грубо говоря, тобой никто не занимался. Потом ты пришел уже с 5-6 годами опыта работы в стартапы Кремниевой долины, и при том, что это все было удаленно, настолько была офигенно организована удаленная работа, что ты просто работал как мотор, ты был суперэффективным. И более того, наш фаундер как-то пришел и сказал: слушай, ты же с айтишниками у нас будешь работать, а хочешь в буткэмп к разработчикам, к джуниорам? Я говорю: хочу. Он говорит: все, приходи, тебе там не обязательно прямо быть гуру кодинга или там чего-то еще, но ты хотя бы поймешь, что они делают, в чем заключаются их задачи, как они при помощи разных языков программирования эти задачи решают. Ты можешь сама что-то попробовать. У меня там ID была тоже, я в ней чего-то писала, там чистила данные на питоне и так далее. Короче, это реально был офигенный онбординг. То есть у меня где-то 4 часа в неделю уходило на то, чтобы ходить в буткэмп, и это абсолютно засчитывалось в мое рабочее время, потому что наш фаундер считал, что образованный рекрутер — это хорошо, а необразованный рекрутер, который не знает, что он делает в IT, это, в общем, зло. И поэтому я ему благодарна до сих пор вообще за то, насколько он во все это вложился, насколько он научил правильной структуре эффективной, которая, правда, работает. И это было просто роскошное место. Это было прекрасно. Вау. Это звучит очень круто. А вот Да. то, что ты говоришь про маленькие компании, что они настолько хорошо тебя обучают, настолько много внимания уделяют и так далее, я на самом деле тоже с этим столкнулась, когда я работала в хедж-фондах. Меня с нуля учили работе аналитика, и, знаешь, я чувствовала, наверное, то, что если в большой компании, ты так или иначе винтик в огромном механизме. То есть, если ты там будешь плохо работать, компания не развалится, ничего с ней не случится. А здесь именно когда ты чувствуешь, что ты одно из очень важных лиц компании. Ты выполняешь какую-то функцию, которую, если ты не выполнишь, никто не выполнит. И да, наверное, действительно, собственники более заинтересованы вообще в каждом конкретном человеке, когда у них мало людей. Да. И нас было где-то 50 человек, когда я там работала, но, правда, к моменту, когда я уже уходила, нас было где-то 150, то есть мы выросли прям значительно. Но да, я чувствовала себя частью процессов, я понимала, что от меня многое зависит, я могла прийти с какой-то идеей, и наш фаундер сказал бы: попробуй. Если она сработает, то мы все у тебя пойдем учиться, как ты это сделала. А если не сработает, такова цена риска, значит, вот так будет, и все. Вау, с этим я тоже очень сталкивалась. Да, и на самом деле из-за этого я, проработав очень долгое время в маленьких компаниях, я очень боялась приходить в Amazon, потому что я думала, что большая компания — это сумасшедшая бюрократия. Но это часто... Мой опыт на самом деле был не совсем такой, и поэтому я до сих пор в Амазоне, мне нравится. Но да, я очень сильно боялась идти в большую компанию. Я понимаю, да. Для меня это тоже был большой вопрос, хочу ли я после всех этих лет там в стартапах, в более маленьких компаниях опять идти в Amazon, когда пришло время. И свой первый оффер из Амазона я не приняла. То есть мне было интересно для азарта пройти туда собеседование, мне было интересно, вообще пройду туда собеседование или не пройду. И когда я прошла, и мне сделали оффер, я была довольна, но я скорее была, наверное, довольна собой, нежели оффером. Но позиция была неинтересная, поэтому я отказалась, и я потом просто подалась самостоятельно еще раз в Amazon в тот момент, когда я увидела позицию, которая была мне очень интересная, и ради которой я прям готова была бы оставить своего тогдашнего работодателя Flixbus, и меня без собеседования, считай, взяли, потому что прошло очень мало времени между последним моим интервью в Amazon и тем моментом, когда я зарejectила оффер, и когда я заеплавилась на новый. Там что-то промежуток был в 4 месяца или что-то такое. То есть я опять написала, точнее не написала, я подалась на вакансию, мне перезвонил рекрутер, сказала: что такое? Я вижу, что у вас был оффер, вы его не приняли, и сейчас вы, значит, опять пытаетесь к нам проникнуть, расскажите, что происходит. Я ему описала ситуацию, что та позиция была не настолько интересна, а это прямо, да, прям очень хочу именно эту позицию. Он в этот же день назначил мне созвон с моим потенциальным нанимающим менеджером, она со мной поговорила, и все, и мне прислали просто еще один оффер. Слушай, супер, я, кстати, не знала, что есть такая возможность. Я знаю, что Amazon, допустим, если человек нравится, но мы ему не даем оффер, тогда его могут без собеседования
собеседования ему предложить какую-то другую позицию. Ну, допустим, там на эту позицию уже найден кандидат был до этого, но человека все равно дособеседовали. Или, допустим, неожиданно вакансия закрылась. И вот тогда прям сам Amazon предложит человеку другую позицию. Но вот я не знала, что можно реджекнуть оффер и без собеседования попасть обратно. Можно. Если промежуток времени прошел вот с этого момента маленький, то есть там 2, 3, 5 месяцев, по-моему, даже полгода, если прошло, то все еще такое может произойти. Но да, у меня вот так вот получилось. Я просто увидела позицию, ради которой я была готова уйти, и меня взяли. Класс. И, наверное, последнее, что я тебя хотела спросить по поводу твоей карьеры, это по поводу различий культурных в разных странах. То есть ты поработала в России, ты поработала в Европе, ты поработала в США. Но я понимаю, что в России ты занималась не рекрутингом, в России ты занималась чем-то другим. Но, может быть, у тебя есть какие-то вот мысли по поводу того, насколько похожа работа HR в этих странах и насколько она отличается? Наверное, я бы сказала так, что в момент, когда я работала в России, то, в принципе, вот это вот само определение HR в России, оно еще было очень свежим. И не все компании понимали, чем он занимается, вообще он им нужен или не нужен. То есть говорить про какие-то выстроенные стратегии, процессы и так далее, там лучшие практики, тогда не приходилось. И, конечно, когда ты приезжаешь в Европу и видишь выстроенные процессы, там какие-то суперсложные команды, суперинтересное там подразделение функционала даже внутри, там, не знаю, рекрутинга, то ты понимаешь, что вау, да, это интересно, это прям что-то совершенно другое. Тут есть процессы, и они интегрированы в бизнес. Вот. Я думаю, что, возможно, в России сейчас тоже такое есть, я просто не в курсе, я не знаю, как это сейчас там работает. Вот. Но на момент, когда я переезжала, да, конечно, я увидела разницу в процессах, разницу в том, как люди к этой профессии относятся, уровень ответственности, который у HR есть, и уровень, вот, на котором они коммуницируют с бизнесом, собственно говоря, зачем бизнес приходит к HR самостоятельно, зачем там не приходит. Вот. И да, я увидела более все такое вот устаканенное, скажем. Когда я начала работать со стартапами Кремниевой долины, для меня это был просто космос, потому что мне показалось, что уровень, настолько выше всего того, что я видела до этого, что, я была просто счастлива этому учиться, потому что некоторые вещи тебе в голову не приходят, когда ты вот работаешь каждый день, у тебя каждый день сурка, и ты делаешь какие-то вещи, тебе кажется, что ты что-то улучшаешь, ты в чем-то развиваешься, но потом, когда приходит там другой человек, совершенно другой какой-то шкалой ценностей в HR, ты думаешь, а так можно было? То есть ты совершенно офигеваешь, ты видишь совершенно другие инструменты, ты видишь другую автоматизацию, ты видишь другой подход, другую логику, и ты понимаешь, что для разных компаний вот эта функция, она может делать немножко разные вещи, и уровень ответственности будет разным, и уровень вклада твоего в развитие компании будет тоже очень разным. Конечно, когда я пришла в Amazon, то тоже был небольшой cultural shock, потому что, во-первых, это очень большая компания. То есть ты иногда пытаешься понять какую-то процедуру или какой-то процесс, и тебе нужно поговорить с 10 людьми, чтобы примерно нащупать, где это знание расположено, и откуда тебе его взять. Там оказывается, что это знание, оно разбито по абсолютно разным командам, по разным подразделениям, по разным бизнесам внутри Амазона, и у каждого свое. Ты такой, так, а под мои нужды оно где? Вот. И это, конечно, достаточно, интересно, но это что-то новое. Вот. И плюс иногда ты удивляешься еще тому, что вот ты работаешь в более маленькой компании, там все автоматизировано. Приходишь в Амазон, и там оказывается, что ты, не знаю, телефонное интервью сам назначаешь. Ты такой, о, вот это интересно, я думала, что тут все автоматизировано. Это что-то ручками нужно еще делать. То есть вот какие-то такие моменты. Но в любом случае это интересно. В любом случае это 100% тот опыт, который имеет смысл получить для того, чтобы расширять свой кругозор как рекрутера, как вообще сотрудника. Неважно, рекрутер ты или маркетолог, или в финансах. Вот этот вот профессиональный кругозор, мне кажется, он очень важен. Поэтому поработать и в стартапе хорошо, и в крупной компании. Да, нам каждому нравится что-то свое, но понимать, как это работает еще в других местах, и как ты можешь это знание использовать вот во благо своей текущей компании, это, мне кажется, важно. И в этом как раз и заключается часть твоего роста и часть твоего профессионального становления. Слушай, очень здорово, да. Я знаю, что, допустим, опять же, в Амазоне на онбординге говорят, что очень ценятся люди с диверсифицированным опытом, как можно более разнообразным. И чтобы внутри одного человека сочетался как можно более диверсифицированный опыт, и чтобы в команде сочетались люди с разным опытом, что вот такая команда может генерить, наиболее неожиданные решения
решения, допустим. Да. И да, вот в этом плане, допустим, иммигрантам классно, потому что у нас просто по факту есть диверсифицированный опыт разных стран, разных культур и так далее. Да, и знаешь, тут очень важно еще, чтобы компания вот этому опыту была открыта, потому что иногда компании говорят, мы открыты разному опыту. В итоге люди приходят и их пытаются перекроить под уже существующие процессы, существующую культуру, и чтобы они там не знали, чтобы они с собой не принесли, оно не используется. Потому что вот в компании вот так вот заведено, так удобно, они уже там какие-то свои придумали, и в общем им не очень хочется вкладываться в то, чтобы что-то менять, улучшать. Там оно же работает, едет, ну и слава богу, пускай едет дальше, пока едет, да. И, конечно, это очень большой демотиватор, и многие люди из-за этого через какое-то время уходят, потому что вот они пришли со всем своим вот этим вот опытом, со всем тем, может быть, чем компания не обладает, и в итоге их не слышат, они понимают, что они выполняют какую-то механическую работу, ничего не улучшают, дополнительных бенефитов компании не приносят, но им неинтересно. Они и сами не развиваются, и компания не развивается, и результатов ты не видишь. И, конечно, есть тут опасность, что люди такие уйдут. Поэтому... Но в случае с Амазоном, конечно, все, что у тебя есть, можно использовать. И ты сама прекрасно знаешь, что иногда уровень гибкости доходит до такой степени, что хочется сказать: хватит, давайте как-то договоримся, и каждый не будет воротить то, что хочет. Но компания вот такая, да, она гибкая. Да, это правда, 100% согласна. Ну, напоследок хотела у тебя спросить про качество. Вот как ты думаешь, люди, которые хотят идти в HR или там учатся на HR, ну так, какие качества вообще важны, чтобы добиться успеха в этой профессии? Первое качество — это всегда адаптивность. Я думаю, что это не HR-специфическая какая-то штука. Мне кажется, что, в принципе, в профессии очень важна адаптивность, потому что все меняется. Понятно, что от компании к компании, просто потому что где-то что-то не понравилось или пошло не так, и, там, не знаю, в общем, вас беспокоит. Это не значит, что вы будете каждый раз менять свою профессию, да, то есть важно понимать, что вам придется адаптироваться. Даже внутри одной компании могут происходить очень серьезные изменения. То есть ты приходишь в компанию, там 50 человек, через там 3 года у вас 1500 человек. И это совершенно две разные компании уже. То есть и твоя позиция в этой компании другая, и видение компании может быть другое, и процессы другие. Поэтому вот если вы умеете адаптироваться к разным обстоятельствам и быть эффективным в этих разных обстоятельствах, то все будет хорошо. А если нет, то, ну, скорее всего, будет поиск. Я думаю, что каждый человек, в общем-то, себя может найти в той или иной степени. Вот. То есть это то, над чем можно работать. Вот. Но адаптивность — это номер один. Номер два — это обучаться всегда еще чему-то. То есть просто быть HR без кругозора в каких-то других областях — это достаточно опасная история. И, наверное, многие сейчас поймут, о чем я говорю. HR — это все-таки суппорт-функция. Это функция, которая должна поддерживать бизнес. Не воротить то, что HR сам придумал. Не заигрываться со своим эго и насколько это важная функция в компании. Свою важность нужно доказывать через улучшения, которые почувствует бизнес. Вот. А не через там, вот я прочитала какую-то умную книжку, сейчас пойду что-нибудь внедрю там, и пускай вот вся компания делает то, что я скажу. Такое вы увидите часто с HR-отделами, с HR-командами, что вот их стратегия не очень согласовывается со стратегией бизнеса. Что очень опасная вещь, потому что, опять-таки, нас вообще вот в компанию набирают для того, чтобы мы помогали бизнесу. И если мы ему не помогаем, а усложняем жизнь, то это очень нехорошо. Это не цели, это не то, для чего вообще HR делают в компании. Вот, поэтому вот это важно. А для того, чтобы быть эффективным именно с бизнесовой точки зрения, важно понимать немножко и о том, как финансы работают, что для них важно, как работает ваш основной бизнес, там, что компания делает, туфли производит или самолеты делает. Понимать вот эту саму бизнесовую составляющую. Это сложно. Для этого нужно проводить очень много внутренних интервью с коллегами, понимать, что они делают, как они делают, зачем они это делают, какова вообще их роль в компании, чтобы вам было понятно, из чего, из кого и почему состоит эта компания. Кто приносит деньги, кто занимается поддержкой, кто деньги считает, кому нужно пойти, если у вас какой-то суперпроект в голове появился, и вам абсолютно точно нужно несколько миллионов на этот проект, да? То есть вам хорошо бы понимать, в принципе, как этот бизнес работает. Для этого не обязательно заканчивать MBA. Нет, если он есть у вас, то это прекрасно. Но если его нет, то нужно, и это, кстати, третий пункт, нужно учиться. Всегда. То есть быть просто HR, который изучал только HR, это прикольно, но это не очень эффективно. Поэтому обязательно учиться у других коллег, которые работают в других функциях. Если вам пришло приглашение посидеть в буткемпе с
айтишниками. Идите в буткэмп, посидите с айтишниками. Классно проведете время, научитесь очень многому. Если вас отдел финансов приглашает, там, приходи на наш All Hands, мы вот будем там общаться, и тебе как раз заодно будет полезно послушать вообще, что у нас происходит, какая у нас динамика вообще в отделе. Обязательно идите. Инициируйте обязательно сами эти разговоры, спрашивайте у нанимающих менеджеров, у там, людей бизнеса, все, что вам непонятно, или вообще все, что даже вам понятно, но вот, как правило, мы не знаем того, чего мы не знаем, поэтому вот общайтесь с ними, задавайте им много вопросов, и тогда вы поймете немножко больше о бизнесе, о том, какова ваша роль в нем может быть, что вы можете сделать, чтобы сделать жизнь вашего бизнеса лучше, а не более затратной, потому что помните, что HR — это функция, которая потребляет денежки, а не зарабатывает их. И так мы выглядим приблизительно в любой компании. Вот. И нужно это понимать. Класс. Спасибо большое, Лер. Мне очень отзывается все, что ты говоришь. И мне кажется, оно применимо не только к HR, но это очень классно от тебя слышать такие вещи, потому что действительно мне кажется, что HR, который понимает бизнес, это самый лучший HR. Да, Действительно. и к этому нужно стремиться. Даже если ваша роль пока что не очень стратегическая. Стратегический HR начинается далеко не сразу. Сначала это вот бумаженьки, вот это вот все. Но на этом этапе хорошо начинать понимать бизнес, потому что это поможет вам в дальнейшем стать умным HR, а не вот человеком, который просто бегает с бумажками, там какие-то тренинги бессмысленные, все время закидывает, чтобы все их проходили и так далее. Спасибо большое. Очень здорово. Была очень рада с тобой пообщаться. И я хочу с тобой еще пообщаться о том, как ты вообще подбираешь и нанимаешь кандидатов, потому что это то, что важно подписчикам моего канала и мигрантам, которые ищут новую работу. Но об этом мы поговорим отдельно. А сегодня спасибо большое. Мне было очень интересно услышать твою историю. Спасибо. До встречи. На этом на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы с Лерой с удовольствием ответим на все ваши вопросы и почитаем ваши истории. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.